Всем привет, дорогие друзья, с вами Лана, и вы на канале Na'Vi Brawl Stars. Как вы уже знаете, в нашей команде произошли небольшие изменения, и сегодня мы пообщаемся и постараемся узнать как можно больше о новом четвертом игроке состава под ником Алекс. Поехали! Ну, привет еще раз. Расскажи немного о себе, как тебя зовут, сколько лет и из какого ты города. Меня зовут Алексей, никнейм Алекс. Я из Полтавы, мне 18 лет. Все. Чем ты вообще известен аудитории Brawl Stars? Тем, что я запушил все 35-е ранги. У нас теперь в СНГ таких только двое, это я и ББГС. Своей отменой игрой на некоторых персонажах, таких как Сту, Баз, Кольт, да и все в принципе. Очень много людей писали под последним видео в комментариях, чтобы поскорее сняли с тобой интервью. Вот расскажи, у тебя много вообще фанатов? Я видела у тебя твиттер довольно активный, да? Ну, не знаю, можно назвать. Ну да, в принципе. Ты ведешь какие-то там соцсети еще, там, YouTube-канал, может, стримишь еще? Нет, только ТикТоком я увлекаюсь, а так стримы хочу прям вот скоро начать. Угу. Но ТикТок у тебя популярный? Сколько там подписчиков? Ну, я бы не сказал, что популярный, 17 тысяч, недавно начал. Но мне пока что нравится все. А помимо БС у тебя есть там какая-то работа, учеба? Да, я учился в университете на ветеринара, 3-й курс, но сейчас, так как я вступаю в Na'Vi, я хочу все свои силы уделять команде, чтобы она становилась лучше, толкать ее вперед, и поэтому я решил взять академ-отпуск. Но ты планируешь вернуться все-таки к учебе, да? Да. Давай начнем вообще в целом немного о твоей всей биографии. Хочется узнать, как, из чего вообще ты начал свой путь. Первая ли вообще это твоя игра? Или ты играл в что-то до этого? И какие команды, может, в которых ты был уже до этого? На профессиональном уровне я до этого не играл ни в какие игры. Просто для развлечений играл. Играл в Call of Duty во все части, в Overwatch. Панзар была такая старая игра. И все вроде бы, в принципе. Но в целом ты прям с самого детства играешь, да? Да. А как ты пришел, да, к Brawl Stars? К Brawl Stars начал я играть еще за 2 месяца до релиза. Играл, потом мне забанили аккаунт где-то через год, когда он уже полностью фуловый был. По-моему, на год, либо год и 2 месяца. А потом все-таки вернулся, начал пушить некоторые ранги. А потом меня пригласил мой старый тиммейт Ростислав в команду. И мы с ним вместе начали свой путь. Показывали хорошую игру полгода, составили конкуренцию Na'Vi. Недолгую, правда, но составили. И сначала моими тиммейтами были Бег и Dark Angel. А потом все поменялось, и наша команда стала я, Ростик и Стоп-Роб. Какое у вас было название? Genius Gym. А, класс. И ты недавно перешел оттуда в Na'Vi, получается? Да, все верно. Или у тебя был промежуток, когда ты не был ни в какой команде? Да, был промежуток такой. А ты еще говорил, тебя забанили на какое-то время. Это из-за чего произошло? Недопустимое поведение. Я был токсичным, и сейчас я исправился. Хорошо. Получается, ты играл в Genius Gen, а еще какие-то команды были? Нет. Ну и расскажи, почему вообще Brawl Stars ты выбрал? Почему там с ПК игр перешел на мобильные? Потому что мне эта игра приносит удовольствие. И начинал я играть в компетитиве не ради денег, а ради того, чтобы стать сильнейшим. И мне, правда, очень нравится отдаваться этой игре полностью. Поэтому Brawl Stars. С какого момента ты уже понял, что можешь, в принципе, заниматься этим как профессиональным киберспортом, а не просто и для себя играть? Ну, с того момента, как начали
что-то выигрывать, забирать какие-то мелкие турниры. А прям полностью стал уверен, когда мы первый раз выиграли Нави на чемпионате, на финалах мирового чемпионата, и все. После этого, в принципе. Слушай, и вообще, если вот, например, люди смотрят со стороны, то кажется, что с момента, как из Нави ушел Богдан, и до момента, как ты пришел, прошло не очень много времени. Расскажи, как вообще у вас это внутри все происходило, как вы там договаривались, что вот ты сейчас вступишь в команду, в какой момент вообще пришло к тебе это предложение от ребят? Когда меня позвали, я не хотел сразу говорить об этом ребятам, потому что, как-то тяжело, что ли. Но, с другой стороны, я понимал, что они должны меня понять, что для меня, для моего потенциала, для потенциала команды мне будет намного перспективнее вступить именно в Нави, а не оставаться на том же месте. А кто из Нави написал тебе в первую очередь? Это был Петя? Да. А он не рассказывал, типа, почему пришло такое решение вообще взять именно тебя? Ну, не знаю, не рассказывал вроде бы. Ну что он предложил тебе сразу? Просто давай с нами играть в Нави? Нет, поиграть просто. Потеститься, да? Угу. Ну и сейчас уже, по-моему, со вчерашнего дня ты говорил, ты уже официально являешься частью команды, да? Да. Как это вообще восприняли твое окружение? Вот твоя бывшая команда, твои, может, знакомые, друзья какие-то? Ну, для кого-то это было очень ожидаемо, а кто-то не то чтобы не верил, не ожидал такого, что позовут. Кто-то поддержал, а кто-то обиделся. Ну, вот так как-то, в принципе, белое-черное. Тиммейты скорее негативно, да, это восприняли? Да, негативно. Хорошо, а в тот день, когда тебя уже официально вроде как подписали, если это было вчера, тебя, ты как-то праздновал вообще этот день? Ты пошел куда-то, может? Нет. Вчера я был с ребятами все время в Войсе, когда они играли ежемесячный финал последний. Пытался как-то помочь. Ну, в принципе, они и без моей помощи справились, но я вчера не праздновал, сидел с ребятами все время. На CS:GO играли, у Нави ролик вышел на канале Нави Brawl Stars, подписывайтесь. Да, это вы уже вчетвером играли, да? уже прошли в топ-8, прошли ESL Challenge. И чтобы... и лиги играли вместе, да? Это сколько ты уже по времени с ребятами играешь? Давай я посмотрю сейчас. Пару недель, да, где-то? Да, где-то плюс-минус, верно. А расскажи, вообще тебя устраивает вот эта модель игры вчетвером? Или хотелось бы, может, играть каждый матч? Да, конечно, устраивает, потому что это очень удобно. Если ты, например, заболел, или у тебя какие-то прям важные дела, или кто-то куда-то позвал, можно попросить тебя подменить. Еще очень удобно играть вчетвером, потому что разный спектр персонажей. Кто-то на том лучше играет, кто-то на этом, и поэтому так можно меняться. Меня все устраивает, в принципе, как и моя команда. Никаких проблем с этим нет. Да, действительно звучит прям круто. Я не знаю, почему так во всех командах не делают. Да, а как тебе вообще играть в составе команды с ребятами? Насколько комфортно? Были ли вообще какие-то разногласия, может быть? Разногласий никаких не было, разве что по пикам что взять, но это ты сама понимаешь, это такие себе разногласия адекватные. Все устраивает. В первый день, когда я играл первую тренировку с ними, я очень волновался. То есть у меня там руки тряслись немного, внутри что-то бурлило, происходило. Но ребята все меня поддержали, и в ЛС поддерживали, и в Войсе говорили, что все будет отлично, будем топить. Сейчас... Потому что, знаешь, я чувствовал, что я как не в своей тарелке просто. Понимаешь, 3 дня назад я играю с Джинни Джин, а тут перехожу и сразу с Нави нужно играть, и как-то тяжело. Но ребята, я им очень благодарен, все хорошие ребята, разногласий у нас с ними не было. Если кто заболел, кто не может выйти на скрим, еще что-то, сразу поддерживаем друг друга. Очень много ладер играем вместе, прям очень. Вот я, по-моему, ладер только с ними играю, серьезно. И насчет
Ну да, я уже сказал, что они меня поддержали, что все отлично. Я сейчас себя чувствую, знаю, понимаю уже точно, что это мое, что это моя команда, и я готов за нее рвать. Вот так. Блин, это очень круто, что вы так сошлись характерами. Но ты с ними раньше не был знаком, верно? Был. А, был? То есть, ну, в жизни вы не виделись, но типа вы как... В жизни не виделись, но так как в СНГ не так много сильных игроков, да, мы были знакомы. Причем я хорошо очень общался с Кубом. Мы очень хорошие друзья, и он очень хороший базан. А с Джейсоном тоже плюс-минус. А с Петей просто, ну, как на нейтральном были. Ну, до этого были какие-то конфликты, но сейчас все отлично, и мы тоже друзья. А как тебе было играть вот первый матч? Ты рассказывал, да, немного нервно, но были ли проблемы с тем, что вы как бы до этого не тренились, и у каждого какое-то, может быть, другие заготовки, другое чуть восприятие игры, или вы как-то сразу нашли общее понимание? Ребятам было легко, я думаю, под меня подстроиться. Точнее, мне было легко под них подстроиться, потому что я играю на всех персонажах, и я любого могу взять и быстро вливаюсь в коллектив, можем так это назвать. Да и плюс ребята были очень открыты, поэтому у нас, в принципе, сразу как-то пошло. Понятно, есть какие-то микромоменты, которые просто из-за несыгранности появляются, но мы хорошо отыграли, я считаю, в самом начале, и сейчас еще лучше намного показываем уровень. Поэтому как-то вот так. Какой у вас следующий турнир по планам? Quest Cup, плей-офф против Крейс Клана и Бункера в понедельник. Удачи вам желаю. А Спасибо. расскажи по поводу вот, да, чемпионата мира. Ребята же прошли, вы приняли решение, ты будешь играть на нем или нет? Смотри, там такая двоякая ситуация. Я хочу, конечно, ребята хотят меня добавить и пытаются, но не хватило 13 дней. А что было бы, если бы на 13 дней раньше это все было? Ну, что ему сказать, было бы все отлично, и меня бы запихнули в состав, и мы бы играли вчетвером на мировых финалах, а так как-то вот так получилось. Да, я понимаю, но эти 13 дней, это что должно было произойти 13 дней до, как бы? Если бы Куба добавили раньше на 13 дней, меня бы могли добавить. Да, и так еще странно получается. Типа самый в регионе только один слот, и должны поехать сильнейшие. Просили тебя делать исключение, но вообще никак. Но ты поедешь с ними все равно? Конечно, я поеду поддерживать свою команду, безусловно. Даже просто сидя на лавке буду пытаться поднять мораль. Будем... Да вот так как-то. Но у нас еще впереди весь 2022, поэтому тут не о чем расстраиваться. Тем более ребята пахали ради этого чемпионата. 8 месяцев они пахали, и поэтому даже как-то было не очень бы честно, если бы я поехал. Ну, в принципе, да. Ну и, блин, если они на самом деле хорошо себя покажут, то, конечно же, есть еще следующий год, и 100% вы будете еще играть на чемпионате мира. Да. Расскажи, вот тоже ты говоришь, что будешь поддерживать максимально, насколько это возможно. Ты как-то советуешь им, там, прислушиваются ребят к твоему мнению по поводу игры, там, пиков? Да, конечно, да. Да, все друг к другу прислушиваются. Просто предлагаешь то, что ты хочешь именно взять. И если ты момент выстраиваешь, как-то объясняешь, почему именно так, то все соглашаются. Тут это понятное дело. Поэтому как так, типа просто, тем более со стороны же намного легче смотреть, подметить какие-то ошибки, может быть. Но, например, если там у Пети другое мнение, он же считается как бы капитаном, то он может, да, немного подкорректировать там ваш пик? Ну, смотри, он капитан, но мне кажется, в Войсе во время турнира мы все равны, и мнение каждого учитывается. То есть 20... ну и тренера тоже Уга, конечно. И вот так оно... Ну вот давай поделим вот со 100%, да, вот на 5 делим, и вот заполняется так. Но Уга может быть больше там. Больше процентов его мнения, потому что он тренер, и он пики готовит. Ну вот так, то есть нет такого, что вот Петя сказал, будем так играть, значит будем так играть. Нет, мы все вместе обговариваем, принимаем решение совместное. У вас же в Genius Gen тоже был тренер? Да.
Как тебе сейчас, скажи, с Аугом вообще работать? Ну, прикольно работать. Я увидел, какую он работу проделывает в аналитике, в разработке пиков, просто потому сколько он времени тратит. Я его уважаю как человека и как тренера. Вот так. Ну, то, что ты говорил, что ты слышал о нем какие-то не очень приятные вещи, у вас вообще никаких не было уже конфликтов после момента, как ты пришел в Нави, верно? Все было четко, Ну, у меня всё с ним хорошо. и до этого, но у меня с ним и до этого не было конфликтов. Просто понимаешь, оно Да, мнение, первое мнение бывает обманчивое, скорее, вероятнее всего. И то, что я слышал, ну, это то, что я слышал. А то, что я сейчас на самом деле узнал, и как я сейчас с ним общаюсь уже 2 недели, ну, два разных человека. Слушай, а вот, кстати, насчет такой темы, когда ты услышал, что Богдан ушел из команды, какое было твое мнение вот по этой ситуации? Ну, давай с самого начала рассказывать, где я услышал об этом, да? Пришел я к спа, ничего не делал, ничего не предвещало беды, захожу на стрим к другу кота, и что там, я слышу краем уха, кота уже кикнули. Ну, я думаю, ну, посмеялись просто, не придал значению даже это предложение. И потом что-то раз, кот начинает в войсе говорить об этом, потом раз уже я к нему в войс захожу, спрашиваю, что за фигня, он мне все рассказал. А, то есть он лично тебе рассказал? Ну да, мы с ним хорошо общаемся, и я у него спросил, ну как так вышло, мужик, ты чё? Как так вообще могло произойти? Пытался его поддержать, пытался как-то изменить исход, но тут понятно, тут нет, от меня ничего не зависит, я просто пытался как-то морально поддержать. Да и все, в принципе. А как я к этому отношусь, ну, как бы, что бы тренер ни сделал, как бы с котом себя не повели, но такое говорить на стриме, это недопустимо. Это недопустимое поведение. И как бы мне не было жалко кота, я считаю, он сам виноват. А расскажи, ну, как его друг, может, ты знаешь, какие у него там сейчас планы, он дальше планирует идти в какие-то другие команды? Он не планирует идти в другие команды, он уже создал свою команду, называется она 3 икса, в ее состав входят Dark, Кагаму, ББГС и Стоп-Роб, мой бывший тиммейт, кстати. Вот, это все его планы вроде бы. Класс, это очень прикольно, что он решил пойти таким путем. Ну да, я рад, что он не опустил руки. Красавчик, потому что после такого, честно, не знаю, что бы я делал, но он молодец. А расскажи, вот как ты считаешь, какие сейчас самые сильные ваши соперники будут? Таких прям соперников нету конкуренции в СНГ, но с которыми можно попадаться, это команда Pharmacy Senders, составы не буду называть, а команда 3 икса и команда, я не знаю, кстати, она сейчас как называется, в которую входит Селеви, Сарделька и Лайфпул, по-моему. Вот 3, с которыми можно просто попадаться, но прям конкуренции нету, я считаю. А если брать не СНГ, например, а по всему миру? Ой, да по всему миру я, наверное, устану тебе... Ну, самое сильное вот... Ну, прям сильные? Ну, такие прям гиганты в сфере киберспорта Brawl Старса. Это SK Gaming, это AC Milan, Clash. Это из она уже. Или ты про Европу только спрашиваешь? Да нет, в целом, типа, по миру. Ну, вот те, которые будут участвовать в чемпионате мира в этом году, например. Давай с чемпионата мира скажу. Стамина, Tribe, NA, Tribe EO, SK, Clash. Так, кто там? Ну еще же неизвестно. Сегодня, кстати, будет вот через 2 часа финалы в Европе. Все-таки решится, кто поедет. Но вот из Европы все команды. Кто-то слабее, кто-то сильнее. И из НА, я думаю, 2 команды. Стамина и Tribe. И из, не помню точно региона, есть команда Zeta Division. Там тоже очень сильные ребята. Как, по твоему мнению, какие шансы вообще у Нави выйти в финал чемпионата мира? Ну вот насколько, если ты сейчас вот как человек, который только пришел в команду, будешь оценивать уровень ее, насколько он, типа, Нави стоят в одном ряду с самыми сильнейшими командами мира? Тут тяжелый такой вопрос. Ребята постараются, тем более скоро будет
событие, которое придаст их скиллу и командной работе такой буст. Поэтому, думаю, есть шансы. Есть шансы, но будет очень тяжело, потому что ребята там очень сильные. Но я верю в свою команду и думаю, хорошее место они точно займут. И понятно, я им всем помогу, чем смогу, чтобы они показали себя на высоком уровне на чемпионате. Расскажи, в своем регионе вообще, вот рядом с Полтавой, в Украине, например, насколько популярен сейчас БС? Или больше все-таки в России? Ну, не знаю, наверное, дети играют, но просто взрослых. Хотя и подростки, наверное, играют, но я не знаю. Но я думаю, и в России, и в Украине, если по процентам смотреть, примерно одинаковые. А ты думаешь о том, что, может, хотел бы переехать, например, в Киев или в Москву? Я бы хотел, но я не представляю, честно. Я не привык жить в большом городе, в мегаполисе, поэтому я не знаю, как я там себя буду чувствовать. Ну, конечно, хотел в Москву переехать, потому что я на русском языке больше общаюсь из-за того, что у меня все родственники с самого детства, для них родным языком был русский язык именно, и поэтому я тоже на русском общаюсь в большинстве случаев. Ну да, хотел бы. Либо в Москву, либо в Киев, но эта роли не играет, но больше в Москву. Потому что там живет Джейс и мой тиммейт, да и просто город вроде бы крутой. За кем ты вообще следишь из игроков, стримеров, блогеров? Вот интересно. Ну, вообще, в частности, по Brawl Stars, но, может, в целом у тебя есть какие-то любимые блогеры, которых мог бы посоветовать? Давай начнем с Brawl Stars, именно с Brawl и eSports. По Brawl Stars иногда люблю просмотреть ролики Арткула, Роуча. На Твиче стримы люблю Бобби БС очень смотреть. D9 когда запускает, но он очень редко запускает. И все, в принципе. А по играм я прямо сейчас очень мало уделяю времени Ютубу, просмотру каких-то геймплеев. Но люблю посмотреть иногда Куплинова. И все, в принципе, думаю. А часто вообще донатишь в игру? На скинчики там? Ну да, достаточно. Не прям часто, но когда вижу какой-то скин, который хочу купить, который мне нравится, я его покупаю. Как твои родители вообще в целом относятся к тому, что ты решил приостановить свое обучение в университете и начать играть профессионально? Ну, я уже взрослый, самостоятельный парень, и мать не понимает, как можно такие деньги зарабатывать на детской игре. И она с пониманием отнеслась, она сказала, это твоя жизнь, решай сам, что ты будешь делать и что тебе сейчас важнее. Поэтому все родственники поддерживают, очень рады за меня. До сих пор не верят, что такое может произойти. Уже могло произойти. Это очень классно. Это так. Классно, что поддерживают, действительно. Они не пытаются тебя как-то остановить в твоих начинаниях. Ну, меня никто не остановит. Это хорошо. Классно звучит. Сделаем это фразой, как у Дудя, знаешь, так внизу подписывают. Давай. Ладно. Расскажи, какой у тебя самый любимый режим в Brawl Stars и почему? Бравл Бол и Хейст. Хейст нравится на персах, на бравлерах, которые больше дамага всего наносят играть. А Бравл Бол просто очень активный режим, быстрые игры, и можно делать креативные трикшоты, как-то удивлять соперников, либо удивлять своих тиммейтов, поэтому нравится Бравл Бол больше всего. А потом идет Хейст. Осаду еще люблю, забыл сказать. Все. А давай топ-3 героев для Бравл Бола, Хейста и для осады. Ну, для Бравл Бола сейчас Брок, Спайк, Сту. Для осады Барли, База. Ну, пусть Праут будет, не знаю, пусть будет. И для чего еще? Для Хейста? Ну, давай, для третьего режима своего режима. Для Хейста. И для Хейста Кольт, Рикошет, Пайпер пусть будет. А ты еще говорил, что, в принципе, ты на всех героях хорошо играешь? Есть прям мои мейны, на которых в СНГ мало конкуренции. Но, да, я считаю, что хорошо на всех играю. А кто мейны тогда? Стул, Бас, Кольт. Ну и на всем другом тоже хорошо играю. Вот так. Ну, в основном, типа, ты пикаешь этих героев, верно? Да, если они не забанены. Потому что любят очень банить против
наши команды их. Вот есть ли что-то тебе, что не нравится в БС? Например, что бы ты пофиксил? Или, в принципе, все устраивает, все четко? Ну, так как я уделяю 9-11 часов в день этой игре, ну, она надоедает. То есть нет такого, что хочешь прям все время свое свободное ей давать. Но это тяжело, я понимаю, что это тяжело как-то поменять, но такое есть. И, может быть, какие-то новые режимы добавить. Вот уже Power League добавили, казалось бы, просто один сезон поиграл, запушил, типа, и все, уже никак не интересно. Конечно, это типа это не останавливает, но как тормозит немножко, немного меньше мотивации. То есть как-то, если как-то пофиксят, как-то исправят, тогда будет вообще огонь. Да, было бы шикарно. А скажи еще, вот ты говорил, 9-11 часов в день играешь, и сколько из этого времени это праки, тренировки там? Если 2 скрима, 3 часа, если 1, то 1,5. Остальное время ты просто сам играешь или тоже с ребятами? Да, и сам играю турниры. Да, сам играю просто ладер с ребятами, да. Вот так. Ну и турниры, понятно, тоже какое-то время составляют, но иногда очень долго длятся. Какая у тебя глобальная цель вообще в БС? Ну, могу сказать, стать лучшим игроком в мире, но это как-то странно очень звучит. Стать сильнейшим, развиваться дальше, развивать свою команду в топ-1, чтобы мы наводили шороху в Европе и показывали силу СНГ. Все, в принципе. Просто становиться сильнейшими, не останавливаться на достигнутом и дальше топить все. Самыми мощнейшими, это очень клево. А глобальная цель по жизни вообще? Есть такая? Да, есть. Я с детства хочу открыть приют для животных, которые живут на улице, или для брошенных животных. Поэтому, в принципе, я устроился работать ветеринаром. И надеюсь, сейчас как-то поднакоплю, потом открою. Посмотрим, но так хочу после... Или даже во время киберспортивной карьеры стать профессиональным ветеринаром. Ну да, и открыть приют, а потом, может быть, и клинику. Посмотрим. Это очень классно, потому что, на самом деле, в Нави тоже есть партнеры Happy Po, может, знаешь их, которые приют. И я думаю, ты бы мог стать нашим амбассадором Happy Po. Да, я буду очень рад. Было бы классно. Слушай, а что вообще тебя мотивирует по жизни? Вот не сдаваться? Бывают ли у тебя какие-то депрессии, моменты расстройства? И как ты из них выходишь? У меня такие моменты происходят, когда я отдаюсь полностью команде, полностью игре, а в итоге ничего не получается и просто бьюсь как об закрытую дверцу. Но, как видишь, все-таки мои старания чего-то стоят, если позвали, если я сейчас в Нави, если я с тобой сижу, даю сейчас это интервью. Поэтому я понимаю, что мои старания не напрасны. Ну, не знаю, какая-то перезагрузка должна быть, либо выезжаю на природу, либо как-то сам в себе в голове прокручиваю, почему так произошло. Может быть, из-за меня это произошло, может быть, из-за тиммейтов. Но чаще всего на свои ошибки сначала смотрю и все-таки пытаюсь как-то поменять, как-то доиграть в следующий раз. Ну, вот так как-то. Хорошо. И финальное. Посоветуй нашим зрителям, что нужно, чтобы всегда брать топ-1. Смелость, упорство, никогда не сдаваться, идти до конца и заинтересованность. Все. Класс. Все, спасибо большое, на этом все. Очень классное интервью, правда, ты молодец большой. Всем пока. Всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также есть немножко информации по поводу конкурса, который у нас был под предыдущим интервью. Вы писали рубрики, и мы их читали, и нам они очень понравились. На самом деле было очень много классных креативных идей. Обязательно несколько из них мы снимем. Ну а победителя конкурса мы объявим под первым же видео с буткемпа игроков. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.